Всем привет, меня зовут Алина Загитова, это второй этап Гран-при России в Красноярске. Смотрим на тренировку девушек. Расскажи, пожалуйста, как тренировка прошла? Я вижу, что активно явно. Тренировка прошла, да, активно. Все прошла, все прошли, все, что хотела. Хочу показать свой максимум, на что я способна сейчас. А ты способна сейчас на максимум? Да. Уже готова? Да. Какие-то новые фишки, элементы мы увидим в программах? Ну, можно сказать, новый стиль у меня в произвольной будет. Я еще не катала такие веселые программы. Вот у меня будет под музыку из фильма «Мамма Мия». Ого, вот. Очень энергичная музыка. Да. Сама выбрала? Ну, точно не сама. Наверное. Ну, предложил Никита Михайлов, но мне эта музыка, в принципе, нравилась. Я ее до этого, даже когда еще не знала, что у меня будет эта программа, я просто летом в отпуске слушала эти песни и думала, было бы прикольно когда-то под них прокатать. Вот, а потом мне Никита предложил эту музыку, и я согласилась. Никита, спасибо. Как будешь настраиваться, как готовиться? Ну, сначала я сейчас схожу на заминку, потом, когда приеду в отель, наверное, схожу погулять, чтобы как-то, немножко отвлечься, не лежать все время в номере. Ну и потом уже просто буду отдыхать, лежать, готовиться к ЕГЭ. А, у тебя ЕГЭ в этом? Да. Переживаешь? Ну, пока не очень, но скоро буду. А по каким предметам будешь сдавать? Буду литературу сдавать. Очень необычно. То есть, а в какой университет тогда ты хочешь поступить? Я буду в физкультурный поступать на режиссуру массовых спортивных мероприятий. Если ты хочешь быть режиссером, то какую постановку ты хочешь поставить? Пока как-то я не думала, что бы я хотела поставить, но я, в принципе, люблю и в театр ходить, и фильмы смотреть. Так что я думаю, что-нибудь да я поставлю. Любимый жанр? Ну, наверное, мне нравятся детективы и триллеры, может быть, драма. Расследование, да? То есть ты тот самый человек, который вечером смотрит расследование убийц, вот это все? Блин, давай почему? Все после тренировки у нас выходят максимально разгоряченными. Как прошла твоя тренировка? У меня все получалось, я довольна. Был перелет вчера, получается. Просто я сегодня летела, и у нас рейс задержали на 5 часов. Да, я слышу, это ужасно. 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 Можно мне кровать здесь расстелить? Это твой второй этап Гран-при. Первый был в Магнитогорске, и получается, что у тебя был короткий перерыв. Что ты делала в этот перерыв? Ну, я тренировалась, естественно. Ну, отдыхала хотя бы чуть-чуть? Ну, один день. Получился перелет, поэтому как отдых такой был. А, то есть перелет — это день выходного? Да. А потом я пошла тренироваться. Вот так вот, дорогие друзья. Успела сделать работу над ошибками? Мне кажется, вот когда такой маленький перерыв, ты даже не успеваешь что-то улучшить. Как тебе кажется? У тебя получилось это сделать? Ошибок особо не было, таких глобальных. Поэтому я просто все повторяла, как у меня есть, как стоит. И все. У нас новые лица в нашем влоге. Как ты можешь охарактеризовать себя и вкратце, чтобы люди поняли, какой ты человек, какой ты спортсмен? Точно могу сказать, что упертая. Если мне сказать, что я не сделаю, то я пойду и назло сделаю. У тебя в заявке написано, что ты выступаешь за Тульскую область. Да. А тренируешься ты где? В Москве, в ЦСКА. У тебя, насколько я знаю, было много переездов, перелетов. Получается, до 7 лет, может, до 6, я тренировалась на севере, в городе Радужный. Далеко-далеко. 3 дня ехать. На машине? Да. В 7 лет я переехала в Краснодар. Там 4 года тренировалась. И вот в 21 году переехала уже в Москву. А нет, вру, в 19 году. Чья была идея переехать в Москву? Вообще, в Краснодаре я уже поняла, что это мой пик.
Вот. И в целом я взяла все, что могла. И в тот момент я работала с Адьяном Питкеевым. Поговорила с моими родителями, предложила перейти в группу Елены Германовны Буяновой. Вот. Ну, мы согласились. Мы увидим тройные аксели. Надеюсь, буду стараться показать. Но я знаю, что ты делала их и в короткой, и в произвольной программе. Что-то ты как-то очень засмущалась при этом вопросе, и есть какие-то сомнения. Нет? Нет, я по контенту точно пойду, как заявила, но могу сказать, что немножечко тренировочки последние 2 дня напряженные. Не знаю, от волнения это или нет, но я буду стараться себя настроить на сам прокат. Ну, и бывает такое, что спортсмены выходят на соревнования, и у них плюс старт. Ты такой спортсмен? Как ты думаешь? Ну, вот сейчас проверим завтра. Ну, хорошо, все. Давай, желаю тебе удачи. Сегодня как ты оценишь тренировку свою? На 5 из 10. Ну, это, наверное, все из-за проката. Можно было нормально прокатать. В целом прокат не самый плохой, но надо под музыку делать просто элементы. А по отдельности все хорошо. Ну да, именно вот эти связки тренировать. Потому что есть спортсмены, которые там прыгают, допустим, отдельно хорошо по одному прыжку. А когда вот идет в программе или там с связками, то есть ты делаешь один прыжок, потом заезжаешь сразу на второй и на третий. Вот с этим бывают иногда сложности. Да. Поэтому у меня больше проблемы это собрать под музыку, хотя уже на тренировках как бы дома я уже переборола это. У меня просто тоже такая была история. Я ориентировалась на музыку, на акценты, из-за этого как бы иногда чуть быстрее шла в прыжок, чуть под себя. Ну да, вот без музыки идешь, все спокойно, что-то включается музыка, в голове вот так вот, и ты не понимаешь, да, что начинает происходить, скорость не набираешь такую, какая должна быть. После контрольных прокатов на что делали акцент, над чем больше работали? Ну, работала вообще над в целом всей картиной, наверное. Были какие-то моменты, где больше в прыжковую часть уходила, и где-то наоборот в хореографию, вращение, дорожки, потому что это очень тоже важно. С кем из тренеров у тебя есть больше коннект? Ну, бывает же такое, что кажется, некоторые спортсмены... Вот со всеми как будто вот для каждого тренера разное как бы настроение, наверное, так. Сергей Викторович более такое спокойствие. Даниил Маркович ассоциируется больше, наверное, с какой-то прям плодотворной работой. Вот. И Терри Георгиевна больше с какими-то наставлениями, наверное. То есть вот замечания, наставления. У тебя достаточно сложная произвольная программа. Я так понимаю, что 3 четверных прыжка мы увидим здесь, правильно? Дай бог, да. Ты не думала сделать немного полегче контент? Задумывалась об этом вот после не очень удачного проката произвольной программы на старте в Санкт-Петербурге, но я приходила на тренировки и выполняла весь тот контент, который вот он не получался. В основном, когда у меня было задание прокат произвольный, я как минимум 2 элемента из ультраси выполняла. То есть я знаю, что я могу делать, и связки под музыку я все собирала, поэтому это нужно показывать на соревнованиях. Ты сама решаешь или тренеры говорят? Мне даже иногда мама говорит, она говорит, ну, может быть, давай там 2, давай, ну, может, почище. Вот. Я говорю, давай 4, чтобы 3 сделать. Тренировки наших девушек закончились. Ждем короткие программы.